В определенных кругах технологии принято обоготворять, даже самые ужасные и опасные, будь то первые компьютеры, которые развились до состояния отдельной среды со своим огромным, почти несоизмеримым набором команд и функций, или может даже военную технику, не только банальное огнестрельное оружие, а нечто посерьезнее, вроде ядерных бомб, новейших изобретений, способных массово уничтожать цели. По отдельности, обе перечисленные структуры справляются со своей задачей. Однако что случится в момент, когда человечество дойдет до следующей ступени эволюции – скрещивания оружия и компьютера? Боги для человечества являются олицетворением недосягаемого эталона, нечто существующего за гранью субъективного и объективного, с одной точки зрения способного влиять на физический мир, с другой – всего лишь вымысел сумасшедших. Обе стороны конфликта в конкретной мере правы. Мы не можем доказать существование Бога на уровне науки, но мы не можем слепо и предвзято отрицать то, чего до сих пор не застали и не поняли. Это дилетантский подход. Однако есть забавная теория. Человечество испокон веков придумывает и изобретает. Истолкования всех мифов на Земле пришли не от чужеродной сущности, а от человека. Он все время является летописцем, доносящим до своего рода историю. Богами принято выражать символизм и всяческие функции для существования мира. Есть ли таким образом вероятность того, что следующий бог может не родиться, а быть создан самим человеком, дабы тот исполнял необходимую для расы функцию? Доброго времени суток, у микрофона Артур. Сегодня мы начинаем исследование франшизы, малоизвестной в наших кругах. Историю о, с первого взгляда, простой меха-игре. С другой, одной из самых необычных по геймплею и сторителлингу. Создателями франшизы являются на сегодняшний день небезызвестные From Software, в портфолио которых укрепились экшен-РПГ на японский манер. В середине 90-х ребята также начинали с разработок игр, по духу схожих с данжен-кроулерами. Однако положение дел серьезно изменила игра, о которой сегодня пойдет речь. Если говорить концептуально, Armored Core представляет собой историю о пилоте механизированной машины, по образу и подобию основанной на человеке. В качестве главной фишки выступало само ядро меха, с него начинается постройка, и под него подгоняются остальные элементы, такие как энергоблок, ускорители, система слежения и прочее. Собственно, Armored Core в названии именно эту идею отражает. Бронированное ядро выступает сердцем машины, в будущем способный служить своему владельцу. В Японии трепетно относятся к культуре меха. Настолько, что некоторые представители чуть ли не культивизировались и канонизировались в истории страны. По большей части, японцы предпочитают своеобразные военные машины, человекообразные и при этом мобильные, сохраняя массивность общей конструкции. From Software взяли скорее западное представление меха. Огромные, неказистые и суровые машины, со своими превосходствами над обычной военной техникой и недостатками. Говоря о контенте в играх серии, оно меняться из части в часть сильно не будет, по крайней мере в основной структуре. Нам выдают условного персонажа, пилота меха. На определенный промежуток времени во франшизе закрепится псевдоним подобных пилотов – Рейвен или же Ворон. Аналогия с птицами имеет символизм. Рейвены независимы. Они вольны выбирать сами задания работодателей, являясь организацией наемников. На этой тонкости построено прохождение игр. Нам предоставляется в контекстном меню, как правило, несколько миссий,
Выполнять их можно в любом порядке, без обязательства выполнения их всех. После успешных заказов игра продолжает обновлять список до победного финала. Казалось бы, все тривиально, но в брифингах коротко пробегаются по необходимым целям и препятствиям, а нам остается лишь выполнить задание. Да вот только самая главная особенность, наверное, всех игр Armored Core в очень забавном и неожиданном факторе «но». Почти всегда присутствует некий подвох, превращающий миссии в настоящее сумасбродство, которое мы зацепим при анализе тайтлов. Эта особенность подводит нас к следующей важной связующей геймдизайна – сами мехи. В начале прохождения выдается стандартная модель с винтовкой и парочкой запасов рокет-лаунчеров. Далеко уйти на таком сетапе не выйдет, поскольку вы заметите, что вам не хватает огневой мощи, мобильности, выносливости в полете, брони, скана врагов. Решать вопрос предлагают в двух местах – магазине и ангаре для сборки железного товарища. Armored Core, помимо основного геймплея, представляющего собой экшен с элементами шутера, является своеобразным экономическим симулятором. Зайдя в меню магазина, вы мгновенно потеряетесь в крайне завуалированных названиях комплектующих, в чем за что отвечает и в том, как не влететь в нулевой баланс. За миссии поначалу вознаграждают скромно, а затраты на ремонт и невыполненные условия миссии минимизируют прибыль. Приходится сидеть и изучать техническую часть чуть ли не каждого доступного комплектующего. Разработчики не следуют правилу «дороже значит лучше». Можно потратить уйму денег на деталь, которая будет висеть балластом и только все портить. Кроме того, в игре практикуется система билдов, как в тех же RPG с разными классами. От постройки шустрой и мелкой машины до массивного неказистого инструмента для убийств с кучей огнестрела. Выбор класса висит на игроке по его собственным предпочтениям, но ради справедливости иногда игры подкидывают головоломки, где требуется сконструировать необходимую базу для задания. Такой подход особенно будет актуален в более поздних поколениях Armored Core, однако мы только еще в начале путешествия. Самое интересное впереди. Беглым взглядом пробежавшись по брифингам и футажам, у рядового обывателя возникнет вопрос. Нам вправду придется всю игру только и делать, что стрелять в мобов? Фактически, преимущественную часть геймплея составляет шутер. Armored Core, однако, расставляет свои акценты так, что воспринимать игру чистокровным представителем данного жанра не получается, ибо мысли о совсем других вещах. Условно говоря, все миссии делятся на пару фаз. Это официальная часть и решение сценариста за кадром. Иногда вовсе ничего фатального не случается, и сценарий проходит без расхождений с брифингами. Правда, и тут есть свои нюансы. Дам простой пример. В одной из миссий нам будет необходимо зачистить подземный туннель. Враги и прочая живность уточняются, да и какую-никакую карту дают. Но кто бы мог знать, что левел-дизайнер настолько сильно ушел в дебри. Локация с кучей тупиков, врагов достаточно, запутаться в этих однотипных коридорах как нефиг делать. Причем даже арт-дизайнеру предъявить не получится. На PlayStation и так железо для подобных задумок являлось серьезным батлнеком. Раз начали с козырей, то давайте рассмотрим еще одну забавную историю, пожалуй, мою самую любимую из подобного разряда. На одном из заказов требуется обезвредить маленьких ботов. Они абсолютно безобидны и двигаются крайне медленно. Звучит легко ровно до момента описания локации. Это своего рода электростанция с огромными генераторами. И только попробуй зацепить их, проще начать уровень заново. Ну и ладно, подумает любой на моем месте. Главное ведь осторожность. Please be careful. Тип мышления выбран верный, осторожность не помешает. С одним нюансом. Нужна идеальная осторожность, атаковать приходится почти впритык.
А ведь мелкие гады могут и вплотную к генератору подобраться, и любой неточный выстрел приведет к взрыву. Что в таких ситуациях делать? Решайте сами. Каждая миссия в Armored Core в исполнении игрока выглядит как 1001 анекдот про самую тупорылую смерть в истории человечества. Тут проиграть из-за мелкой дезориентации легче легкого, ибо разработчики обильно суют запутанные уровни. Особенно понравилось решение на определенных локациях вырубать нам полностью радар, толкая нас фактически в слепую зону. Заметьте, описанная категория относится к касте полного совпадения с брифингом. Вас не обманывают и информацию доносят как есть. Вторая же категория дает абсолютный фан. То неожиданно на миссию прибудет AC из тир-листа, а про экономию амуниции никто не говорил. То придется искать в туннельном лабиринте конкретного меха, находящегося в конкретной комнате, и путь к ней проходит через миллиард противников с ощутимой силой. То заставит на рандомной космической базе составить поддержку подкреплению. Хотя в данном случае поддержка понадобится вам ввиду бесконечных коридоров и врагов, способных снимать по 1000 хп и более за один удар. В данной категории любимое задание также имеется – уничтожение предводителя террористической группировки. И есть примерное понимание территории, описание врагов, но ожидать лабиринт с кучей ловушек, с кучей потайных мест точно не хотелось никому. И я передаю огромный привет тому человеку, что придумал обрывающуюся тропу, под которой дно глубиной примерно в полкилометра. Выбираться из него будет особым развлечением. Знаете, что закрепляет созданный разработчиками хардкор? В игре не существует такого понятия, как чекпоинт или автосохранение. Что вы, это суровые времена с ручным сохранением. Забыли про него или сохранились там, откуда выхода не будет? Ваши проблемы, Armored Core щадить не будет. Игра не прощает ошибки при закупке деталей, при прохождении миссии. Она сурова, как и воссозданный авторами мир. Никаких компромиссов. Вдобавок, управление доставляет своеобразное удовольствие от процесса. Я понимаю, что для таких тайтлов первой плойки хватало впритык, но раскладка некоторых ценителей прекрасного доведет до истерики. Я попытался снять на камеру, как надо играть в Armored Core, и тут уже проблема отбирайте для себя сами. Настройка вертикальной позиции на двух разных кнопках, управление мехом исключительно на крестовине и основные кнопки действий. Крестик отвечает за прыжок, квадрат за основную стрельбу, кружок за второстепенное оружие. Чтобы быть максимально мобильным, придется научиться нажимать по обеим кнопкам одним пальцем. И не только зажимать их одновременно, но работать с ними по отдельности. В общем, веселье вопреки комфорту. Мир погружен в настоящую бездну. Человечество долгие годы развивалось, приспосабливалось к окружающей среде. И все заслуги моментально обратились в пепел теми же самыми людьми. Игра дает смутное описание минувшим событиям, однако известны ключевые детали. Большая часть населения уничтожена. Ранее пригодные для жизни территории теперь лишь издали напоминают о былых светлых днях. После такого потрясения мирные жители отправились под землю, где верхушка оказался не условный президент, обещающий мира и процветания. Что вы, раз мы раскрыли все карты и нет больше смысла прятать слона в комнате, то и пытаться обнадежить кого-то тоже глупо. Сформировались две военные кампании, однако касательно военных спорно, поскольку по мере прохождения будет казаться, словно они занимаются чем-то большим. Так или иначе, Chrome и Murakumo Millennium объявили гонку вооружений, которая впоследствии окажется угодной не только им. Ранее упомянутые рейвены в полной мере расцвели как раз на почве конфликта, поскольку всем нужны опытные наемники, готовые выполнить за символическую плату опасную миссию. В сюжете не существует светлых и темных сторон, не существует как таковых коварных планов по спасению или захвату мира. Здесь и состоит ценность Armored Core на первых порах. Тебя не презентуют как новую надежду человечества на выживание. Старт происходит именно с наемника, желающего обогатиться за счет вышки, устроивший настоящий ад. По этой же причине в игре нет как такового протагониста. Мы являемся главным героем, который собирается покорно исполнять задания, за счет чего погружение в атмосферу вселенной ощущается как никогда хорошо.
Есть и злая ирония в подобной завязке, ведь во многих произведениях человечество позиционирует условные единицы, разделенные на классы и либо стремящиеся к светлой жизни, либо наоборот, стремящиеся к потере гуманизма, самоидентификации и так далее. Здесь же некий симбиоз, за счет которого игра создает неопределенность. Люди на грани конца света, они его добились своими же действиями, они допустили власть в лице военных организаций. Это одна сторона истории, именно мрачная. Но другая, пускай мелким огоньком надежды, старается пробудить в нас желание пойти на действия против такого будущего. И возможность нам представится. Игра, к слову, по отношению к зрителю и сочувствующим ему не красноречива. Вам вот могло показаться, что я мельком разъяснил суть истории. На деле при прохождении есть шанс в принципе пропустить самую базу. Катсцен на всю игру пара штук, пояснительной бригады не существует. Узнавать сюжет предлагают через письма на почте после завершения миссий и во время брифингов. Иногда всплывают полезные послания. Да, представьте себе, узнаваемый сегодня стиль From Software в плане сторителлинга зародился еще на заре их развития. Поверьте на слово, узнавать таким образом события Armored Core почти невозможно. Я понимаю, что тут может играть роль языкового барьера и восприятия повествования, но этот метод недосказанности бесил уже в 90-х. А ведь перечисленные пути интеракции игры с нами не единственные. Во время миссии всплывают детали, которые также стоит учитывать, например, название AC, монологи и прочее. Пока мы занимаемся рутиной, на фоне начинают происходить глобальные события. Поворотным моментом в сюжете станет присоединение к стороне компании Chrome. Мы все еще остаемся независимыми, однако именно их миссия станет обязательной. Муракома после наших успешных спецопераций теряет весомую военную силу, потому директор этой компании решает покончить со всем хаосом и задействовать орбитальное оружие под названием «Справедливость». Вы не думайте, что она принесет мир и покой человечеству. Хотя тут как посмотреть. Символизм названия состоит в свершении правосудия над людьми, над теми невеждами, что разрушили родной дом и на его основании построили инструмент собственной погибели. Приоритеты в сторону военной экономики, верхушка из алчных и страшных личностей, готовых погубить все живое. Уничтожить оружие судного дня оказывается непросто, а последствия оказываются трагичными. Обе корпорации прекращают работу. So, I have failed. This means the end of Murakumo. After all, pawns are mere pawns. История, тем не менее, не заканчивается. После нам выдают еще одно задание. Однако уже на брифинге не покидает предвкушение подставы. Перед нами заброшенная одинокая база в центре пустыни. Задача состоит лишь в проверке территории. Сомнительное задание для рейвенов, зато оплата солидная. Предвзятое отношение начинается с того, что заказ оформила наша собственная организация. При том, что всю игру светились в заказчиках только две конкурирующие военные компании – Chrome и Murakumo. Окей, высадка на миссию. Мрачные складские помещения, везде пусто. Никого и ничего тут давно нет. Что ж, видимо, миссия успешна, можно возвращаться домой. Видимо, на это рассчитывал любой в данной ситуации. Только стоило нам перешагнуть порог комнаты, как внезапно обнаружились огромные скопления врагов. Настолько огромные, что пройдя несколько этажей, сохранить хотя бы половину имеющейся брони и амуниции уже чудо. На поверхности проблемы продолжаются. Объявляется один из лучших наемников. Он удивлен, что мы остались живых, и открыто заявляет, что протагонист в этой истории теперь лишний. Мы слишком далеко зашли, и пора нас усмирить. К слову, бой уничтожит последние оставшиеся нервы. Противник свою позицию в списке лидеров полностью оправдывает. Выжив после западни, на доске объявлений вновь возникает наша организация. Только теперь события обращаются в абсурд. Кто-то проник на базу Nest HQ и расставил мины. Комплекс захвачен войсками, а наша цель — обезвредить их всех. Эта миссия самая сложная и самая продолжительная. Есть вероятность, что именно тут игроки сдадутся и отложат диск на полку.
Первая фаза банальна – истребить все, что движется. Вторая фаза начинается с самого лютого платформинга в истории видеоигр. По вам идет обстрел со всех сторон. Физика меха не позволяет идеально точно контролировать свои действия. Потом он при приземлении легко скользит или ведет себя в полете неинтуитивно. Платформы тем временем совсем крохотные и активные, из-за чего сложная миссия превращается в невозможную. Однако Armored Core подготовила сюрприз. После крохотного коридора нас встретит настоящий ночной кошмар. Resistance is futile. Your fate is sealed. 9-ball found. Для понимания происходящего нам потребуется отдельный анализ. Кто бы мог подумать, что авторы скрыли спойлер в разделе, в который игрок зайдет лишь ради любопытства. Таблица лидеров, по факту, отображает закрепленные значения сюжетных или не очень AC. Наводкой на список служит первое столкновение с полноценным мехом. Быть может, у человека и вправду возникнет желание узнать дальнейших возможных соперников. В топе находится пилот с позывным 9-ball. Здесь аналогия, скорее всего, с разновидностью бильярда. Она так и называется. Интрига пилота в его загадочности. Он редко принимается за миссии и бои с соперниками, но он еще ни разу не возвращался с поражением. Этот наемник хладнокровен, расчетлив и смекалист, потому среди людей ему почти нет равных. И только вдумайтесь, почти все время в этом списке мы видели главную угрозу, хотя даже не подозревали о столкновении с ней. Потому момент, когда оператор на последнем задании сообщает о том, что AC с псевдонимом 9-ball обнаружен в комплексе, становится жутко. А когда вы увидите, на что он способен, вашу отвисшую челюсть придется долгое время таскать на руках. Честным путем одолеть такого противника окажется посильным лишь особо везучим игрокам, ведь до места сражения нужно еще пробраться через сегмент обстрелом, а амуницию восполняют только после прохождения первой фазы. Единственный относительно простой выход из ситуации я нашел в хитрости. На открытом поле мы особенно уязвимы. Но что если затащить 9-ball в засаду? Спровоцировав его на полет наверх, дожидаемся во всеоружии, и как только он появится, можно начинать палить из всего арсенала, ничего не жалея. Удалось справиться с задачей? Поздравляю, цель почти близка. Только спешите радоваться не стоит. Go back. It is not too late. Эта новость станет шокирующей для игрока, особенно для того, что собрался проходить миссию честно. И мало кому на первых порах приходил в голову вопрос, как может быть сразу два пилота под одним именем? Между тем, вопрос правильный, и ответ на него мы обязательно получим. Во втором сражении спровоцировать врага гораздо сложнее из-за расположения ловушки. Ко мне приятель вовсе завалился тогда, когда я собирался вылезать из этой дыры. На связь после второй победы начнет выходить неизвестный оператор, требующий остановиться. Игрок в этот момент слабо понимает происходящее, поскольку изначальная миссия заключалась в устранении мин в комплексе. А теперь наша задача — уничтожить центр базы. В общем, от финальной катсцены ожидаешь массу объяснений, но получаем в итоге крайне запутанное послание. Are you satisfied? Do you want to destroy order? Destroy the world, is that what you want? We were needed. That's why we were born. People cannot live without order, even if it is a lie. Go on living, Raven. You or I? Which one of us was ultimately right? You have the right, the duty to find that out. Что ж, давайте по порядку. Начнем сразу с главного. 9-ball не является человеком в отличие от остальных пилотов. По этой причине за миссии данный соперник берется редко и выполняет все задания без ошибок. Это бездушная программа, созданная ради осуществления власти.
Однако у Nineball была собственная директива. Его цель заключалась в уничтожении дефектов и восстановлении покоя. В последних миссиях заказчик всегда подписывался под лицом нашей организации. На деле же заказчиком был наш враг. И манипулировал двумя корпорациями, наращивая конфликт, дабы они поубивали друг друга и исчезли с лица земли. Главный герой стал мишенью из-за своей истории. Мы могли совершать ошибки и проваливать миссии, но в конечном итоге добивались своего и продвигались по карьерной лестнице, становясь идеальным наемником. Компьютер видел в людях источник нескончаемых дефектов в директивах. Для него ситуация в мире гораздо банальнее. Есть проблемы, есть решение, каким бы оно ни было. Тут состоит следующая ирония. Программа, созданная с целью служить создателю ради его блага, пошла по иному пути, цепляясь за мысль, что истребление объективно ненужных остальному обществу болванок приведет к миру. Человек создал себе Бога в ожидании помощи, поддержки и осуществления его личных планов. В то же время Бог имел собственную миссию и не стал подчиняться человеку, а решил самостоятельно навести порядок. Самое забавное, что существует четвертая точка зрения – наша. С позиции игрока все эти организации в стремлении за собственными целями и идеалами потеряли голову. Никто из них не принесет людям надежду, а только погубит их. По данной причине в финале последнего задания приоритеты меняются, заставляя нас пойти уничтожать главный компьютер базы. Мы доказали своим упорством и успехом, что имеем право на решение судьбы человечества. Мы должны исполнить свой долг и принести людям то, в чем они нуждаются – в новой надежде. В момент разрушения Nest HQ поколение Возрождения умирает. То самое поколение, стремившееся в пучину конфликтов между алчными организациями, желающими достигнуть собственных амбиций. У него не было никакого будущего в любом случае. Все эти миссии были лишь вопреки любому значению глобальной пользы. Мы работали лишь ради организации. Только в последний момент у нас появилась возможность сделать правильный выбор. С рвением Берсерка спустя меньше чем полгода игроков поджидало продолжение серии Armored Core, но не сюжетное. Фантазма является приквелом, с другими персонажами и другой историей. Здесь нет упомянутых ранее корпораций, о существовании Nineball и легенд не ходит, потому понять принадлежность игры в таймлайне проблематично. Мне идея Фантазмы в принципе непонятна, посудите сами. Разработчики выкатили почти ту же самую игру с другим набором миссий и короче раза в 4. Игроки вряд ли будут довольны столь скромным набором, полюбивших оригинал за концепцию гибели человечества за счет собственного эгоизма и надменности, послуживших началу техногенной катастрофы и завоевания власти военными корпоратами, также оставили в обиде. Вместо интересного подхода к сторителлингу и в целом к идее, разработчик скинул весьма шаблонную сказку про спасение девушки, ради которой протагонист уже готов будет с первого взгляда свернуть любые горы. И я не шучу, героиня по имени Сумика станет нашим главным клиентом, который удалось спастись от злодейских злодеев, экспериментировавших над новым совершенным оружием. Имя проекта Фантазма. Своеобразная мехаконструкция без лишних частей в угоду лучшей мобильности и огневой мощи. Управляет махиной антагонист с позывным Стингер. Он настолько суперзлодей, что даже мотивации заполучить власть или проект не имеет. Он только и делает, что хочет нам помешать. Я вскользь прошелся по вражеским AC при разборе оригинала, но для полного понимания, там у всех были хоть и мнимые, все же причины идти в бой. Будучи наемниками, они воюют прежде всего в интересах организации, потому всякие предположения о мотивах соперников автоматически адресовывались к целям заказчиков. В Фантазме же Стингер отрицательный по дефолту, потому сюжетка воспринимается однобокой и попросту ненужной. Игра заканчивается на победе протагониста и сцене с титрами. Особо предпосылок к следующему по хронологии сюжету нет. Показанная в начале интро тоже пищи для размышления не предоставляет. Нарезка из различных моделей мехов на темном фоне и все. Стоило ли оно того? Вопрос до сих пор остается открытым.
Третье пришествие Armored Core пришлось на закат поколения первой PlayStation, и название может некоторых ввести в недоумение. Новая часть под заголовком Master of Arena распространялась в комплекте с 2 CD. Многие геймеры мечтали сразиться друг с другом на огромных боевых роботах. Еще чтобы можно было, как в основном режиме Armored Core, собирать свой билд, красоваться им и побеждать. При описании Project Phantasma я не упомянул важную деталь. Сам режим арены появился впервые именно там, однако был своеобразным бонусом и не влиял особо на продвижение по сюжету. Совместный режим присутствовал еще в первой игре по линк-кабелю, однако посоревноваться с ботами возможности не было. В случае с новой частью, данный режим стал основной фишкой. Место, где ваш мех сражается с различными соперниками, где вы можете сражаться с обычными игроками в режиме Versus. На втором CD разместились X-арена и режим создания собственных арен с противниками. Да и с первого взгляда создается впечатление, словно From Software стремились реализовать онлайн-основу для франшизы. Что, конечно, звучит пагубно для развития серии, которая задала первая часть своей истории и подходом к созданию миссии, но в вакууме идея перспективная. Master of Arena встречает опенингом невероятного качества. Он и задает тон всей последующей игре. В отличие от прошлых постановок, здесь акцент задается на подготовке собственного меха к его выступлению на арене. По сюжету данная дисциплина образовалась в отрыве от остальных организаций, однако служила своеобразной проверкой на скилл пилотов, что могло в дальнейшем сказаться на их отношениях с заказчиками. История в идейном плане берет за основу Project Phantasma, выставляя личный конфликт в угоду глобальному. Протагонист вступает в отряд Рейвенов с целью добраться до самого опасного пилота под псевдонимом Hustler One. Дело в том, что незадолго до событий игры главный герой пережил потерю семьи в городе Айзек-Сити. Само событие отсылает нас к первой игре, ибо на фанатских ресурсах упоминается столкновение Муракому и Хром, в результате которого город был разнесен в щепки. Уже на первой миссии выясняется, что нашим желанным противником выступает тот, кого мы точно не ожидали вновь увидеть. Nineball? What's a top-ranked Arena AC doing here? Nineball с этой части стал выступать своеобразной иконой серии. И не будем пока забегать вперед касательно того, как вообще он вновь появился после финала оригинала. Самое главное, нам задали цель, и вполне себе выполнимую. Мы ведь уже ранее справлялись с Nineball'ом, причем не одним. Однако самый ад еще впереди. В начале игры любой подумает, что в целом прогрессия баланса по мере взросления франшизы понятная. Миссии в Master of Arena стали продолжительнее по большей мере, зато денег выдают уже со старта предостаточно, и нужды в гринде, казалось бы, возникать не должно. Это только первые миссии, а когда дойдет очередь до 5-го или 6-го задания, возникнет разумный вопрос. Это вообще проходимо? Разработчики словно издеваются, вам дают самые безбашенные этапы, пройти которые вот так сходу или хотя бы с 3-й попытки нереально. Простой пример. В задании зачисткой башни по округу расставлены турели с ракетными комплексами. Зачистили их? Молодцы. Вот вам на каждом углу по паре быстрых и мощных мобов. Справились? Поздравляю. Почти в самом начале игры на вас насылают топового пилота первой ранговой таблицы на арене. И вы не думайте, что его ребаланснули под задание. Он ведет себя ровно так же, как и на арене. Он вооружен до зубов и чуть ли не ваншотит. Он постоянно крутится в воздухе и всячески подает вид неубиваемого ублюдка. Какой бы билд вы ни подбирали, тут зависит все от удачи. И на этом идиоте не останавливается. Вот этот танк убивается адекватно лишь по одной рабочей схеме. Вот эта башня минируется через мат. А если вы, не дай бог, выжили под обстрелом со всех сторон, готовьтесь сразиться со вражеским AC. Снова под обстрелом. Логику этого задания я до сих пор не выкупил. Сколько раз не пытался защитить судно, одно в любом случае подрывается на одной и той же секунде. Ни раньше, ни позже. Mission failed.
После бесчисленных траев пройти хотя бы что-то, возникло желание сдаться. Читов не предусмотрено, подбор билдов ограничен бюджетом. Понял, что терять нечего, и полез изучать игру досконально, обратившись в том числе к местной арене. Это пытка для тех, кто плохо играет в Armored Core, поскольку искусственный интеллект просто сходит с ума. Первых 3 побед я добился буквально потом и кровью. Умирали соперники очень долго, а амуниция ограничена. Плюс тут я выявил один. Он вряд ли многозначительный, однако подчеркнуть его стоит в первую очередь. Режим арены является самым интересным испытанием в игре. Тут описанный набор для самоубийства только раздражает и не приносит удовольствия, как раньше, будто фромы всеми силами старались нас послать подальше от миссии. На аренах нет учета баланса. Проиграли? Попробуйте снова. Выиграли? Поздравляем, вот вознаграждение. Арена не бьет по рукам в случае неудач и не старается держать ненависть к игроку даже в случае победы. Это со всех сторон честное дело. При условии, если вы согласитесь играть с конченными. Простите, но никак иначе соперников не назвать. На открытых локациях они дико доминируют в скорости, мобильности и вооружении. Потому огромная часть билдов летит в корзину. Они тут вообще непригодны. И это безусловно минус. Игра тут сильно склоняет к выбору наиболее легкого и шустрого типа. Но есть одно скромное примечание. На арене можно выбирать локацию самостоятельно. Если вы видите, что очередной выскочка любит полетать, включайте парковку и наблюдайте за его мучениями. Это даже выглядит смешно. Компьютерный болванчик впадает в ступор и не представляет, как ему быть. В момент осознания, что подбирать надо не только билд, а также карту для сражений, игра приобретает новые краски. Арена действительно становится основным режимом. Большим шоком для меня стало письмо, которое пришло после зачистки первой волны противников. Это был призыв к сюжетному заданию. Формально можно обойтись только режимом арена, а на миссии забить с концами. Тем более с обновлением списка задания вовсе пропадут, как бы намекая, что теперь надо заниматься другим делом. Да, возможно, стоило как-то явнее показать приоритеты в пользу новой схемы прохождения, тем более ранний пилот отбивает всякое желание продолжать испытания, ибо они чересчур сложные. Ближе к концу доход растет сильно, а сражения обретают дикий челлендж и динамику. История по завязке может показаться типичной, однако последующие твисты ставят ее в очень интересное положение в рамках развития сюжеток. Мы уже выяснили, что первая часть стремилась абстрагироваться от локальных линий, акцентируя внимание на более масштабной проблеме. Project Phantasma в свою очередь взяла курс на развитие персонажей, выставив оружие массового поражения как второстепенную по акценту историю. Арена же преподносит, во-первых, момент с Найнболом, протагонисты устоявшиеся и со своей аркой, а мы, как люди, видевшие собственными глазами уничтожение базы в первой игре, вместе с искусственным интеллектом, который управлял всеми моделями этого красного демона, мягко говоря, офигеваем. Получается, первая игра по важности в каноне была чем-то лишним, или же наоборот, арену можно считать филлерной? На самом деле нет. Вердикт игры 97 года дает нам возможность предполагать, ибо какую-никакую информацию о том самом непобедимом пилоте мы имеем. И пока неизвестно, можно ли ее считать актуальной или нет. Столкнуться с Хаслером нам предстоит пару раз в лоб, и только во второй раз он окончательно погибнет. С другой стороны, эта победа игру не завершит, тем более в речи антагониста было нечто пугающее. People who have too much power will destroy everything. You are one of those people. Примерно таких мотивов придерживался искусственный интеллект в первой игре. Напомню, он спровоцировал нас на миссию, чтобы избавиться, ибо в его программе наши действия считались пагубными для человечества. Тут Хаслер также считает нас опасным объектом, потому идет в бой. Это забавные моменты, которые можно считать антиподами. В первой игре мы были убеждены, что ИИ поехал крышей и действует лишь по своим антигуманным директивам. Но тут персонаж предстает перед нами в образе человека. Он сбежал при первой серьезной конфронтации, испугавшись нас. Он ненавидит протагониста и боится нашего влияния. Для него главный герой – монстр, способный уничтожить все на своем пути. Последняя миссия приводит слегка в ступор. Заказывает ее Лана Нильсон, то бишь наш оператор. Если вчитаться в брифинг, то складывается ощущение, словно, как бы это смешно ни звучало,
Она подозревает нас в том, что у нас есть подозрения касательно личности Хаслера. К слову, не без повода. На одном из заданий мы спасаем персонажа, который впоследствии поможет нам с поиском информации по главной цели. Ближе к финалу выяснится, что база данных по Найнболу удалена. Кроме того, по Лане Нильсон тоже информации почти не осталось, словно они бесследно пропали. Ответы ждут нас в комплексе, которые успели осадить мехи линейки Найнбол. Смысла скрывать уже нет, потому нам, помимо показа этих врагов, раскрывают правду о личности Ланы. Такого человека никогда не было. Хаслера тоже никогда не существовало, по крайней мере в привычном нам понимании. Да и сам Рейвенс Нест, совсем про него мы успели забыть, тоже не является самостоятельной организацией. Всем перечисленным заправлял искусственный интеллект, стремившийся поразить возникшие проблемы у человечества. Самым желанным убийством оказался протагонист. Он не только выжил после встречи с Найнболом, так еще продолжил победное шествие на арене и миссиях. Мне также нравится режиссура момента, когда стало ясно, кто есть кто, и им начинает общаться одновременно двумя голосами, показывая, что в него заложен не один тип личности. Those who wield too much power. Those who only bring chaos. They are simply not part of the program. Кому-то на данном этапе могло показаться, что босс-раш из 3 моделей худшего кошмара – перебор даже на фоне первой части. Кульминация, однако, наступает при встрече с последним боссом. Target verified. Commencing hostilities. Знаете, вся прошлая игра казалась непроходимой, недосягаемой. Столько раз хотелось сдаться и как-нибудь умолчать об этом. Но ведь я начал знакомство с серией как раз из интереса к хардкору, который преподносит Armored Core. В итоге, пробившись через арену, через финальную миссию и встретив босса, я был слегка разочарован. Найнбола демонстрирует с трепетом и ужасом, искусственно нагнетая обстановку. Искусственно, потому что сам оппонент является обычным боссом в сравнении с остальными противниками. Он быстрый, он постоянно валит нас, но ХП улетает медленно, а врага можно ловить при атаке в лоб. Не то чтобы я совсем недоволен, все-таки игра и без этого даст прикурить многим закультивированным примерам хардкора. Тем более последняя катсцена ярко передает эмоции, которые ожидал игрок все прохождение. Я люблю рассуждать о саундтреках в играх. Частенько попадаются очень крутые подборки. Если касаться музыки в рамках Armored Core, то это обязательный пункт в истории франшизы. Затронем мы его еще не один и не 2 раза, ибо в зависимости от поколений он будет приобретать все более интересный и классный вид.
С плейлистами игр поступили так, что последовавшие после оригинала Project Phantasma и Master of Arena содержали композиции из оригинала, хотя присутствовали и новинки. Жанр техно удачно подошел по стилистике и отлично передает вайб sci-fi 90-х. Наиболее атмосферно выдался саундтрек первой игры. Там ориентировались на подачу миссий и воссоздание заброшенного, сумасбродного мира. Динамику особенно постарались выдержать, потому иногда складывается впечатление, словно слушаешь саундтрек Контры. Тем не менее, забывать не стоит. Прежде всего, музыка создает настроение. Встречаются особо драматичные примеры, воспринимающиеся очень приветливо на слух. Они прям просятся в личный плейлист. Хотя из-за старания уйти исключительно в дополнение к общему контенту и сделала саундтрек просто хорошим. Его хочется иногда включить в отрыве от игры ради пары композиций. Однако до чего дошли в той же Master of Arena, это отдельный разговор. Композиторы слегка отошли от попыток передать нагнетающую атмосферу разваливающегося на наших глазах мира и постарались сделать музыку развлекательной. Она стала не сколько проще по восприятию или примитивнее. Она стала более чилловой благодаря размеренному темпу и настроению эффектности и крутого действия. Ее действительно хочется включать на фон и заниматься своими делами. Причем соединили весь спектр настроений. От спокойного и приятного до меланхоличного и трагичного. Тему Найнбола я смело вношу в топ лучших тем боссов эпохи PlayStation 1. Она настолько панково и зубодробительно обыграна, что ты сразу воспринимаешь соперника как страшного и опасного антагониста. Эти клавишные в начале, придающие меланхолии, эти барабаны с дропами, в конце концов грязная гитара вместе с пожатым вокалом и еле заметным звуком на фоне, словно обожествляющим врага. Настолько многогранной и продуманной композиции нынче редко пишут для игр. Франшиза послужила основой для студии, крайне прочной основой. Сегодня From Software, конечно, восхваляют за серию Souls, упуская и не подозревая о том, что фишки в этих играх так-то были придуманы уже давно. Своеобразный нарративный дизайн, уважение к игроку с точки зрения сложности. Да, игра местами кажется по-идиотски хардкорной, однако она вознаграждает за умение размышлять здраво и подходить к выполнению заданий путем экспериментов. То же управление дается с трудом. Миссии с попытками в эксплоринг стоило доработать и сделать их чуть понятнее. В Armored Core действительно есть косяки, и, стоит признать, первые тайтлы проходят проверку времени с трудом. Я не смогу их порекомендовать к прохождению без гайдов. Сейчас игры устроены по-другому и другого добиваются, чтобы игрок прежде всего обучался под трепетным надзором разработчиков. Фромы как не щадили в 90-х, так не щадят до сих пор. За такие приколы их и любят. Другим интересным фактом станет последовавшая любовь к тематике меха и желание сделать целый жанр лицом компании. За Armored Core последует Framegride, Murakami Renegade Mech Pursuit, Metal Wolf и так далее. Экшены с участием боевых роботов студия активно станет миксовать с релизами RPG разных поджанров. Именно поэтому я считаю Armored Core важной вехой в истории From Software, ибо многие эксплуатируемые сегодня элементы и расцениваемые фанатами как атрибуты гениального, заложены еще в эпохе пятого поколения консолей.